Салют, people! Ну, давайте сегодня посмотрим, сможет ли Китай и сеть магазинов DNS сделать хоть что-то с тем хаосом в сфере IT и электроники в России. Увидим, что опять сделал Google и как игровые студии теряют деньги на рынке РФ. Да, я вам ранее уже говорил, какие цены на видеокарты, процессоры и, собственно, другие комплектующие, что в Европе, что в России. Разница существенная, причем иногда в 2, а то и в 3 раза. Ну, потому что произошел уход с российского рынка крупных брендов, которые поставляли как смартфоны, так и видеокарты, ноутбуки и даже стиральные машины. А раз альтернативы нет, ну, во всяком случае сейчас, то барыги в своем репертуаре, они, естественно, решили сгрести денег с простолюдинов. Плюс сюда еще добавим, конечно, волатильность рубля. Но в конце февраля российские торговые сети уже взвинтили цены на бытовую технику и электронику процентов на 30, и одна из первых это была, естественно, розничная сеть DNS. Правда, подобное поведение почти сразу заинтересовало Федеральную антимонопольную службу, после чего, естественно, продавцы начали переобуваться почти в воздухе и сказали, что уже готовы вернуть цены на прежний уровень. И чтобы вы понимали, DNS это та торговая площадка, та торговая сеть, которая имеет более чем, ну или примерно 2700 точек по всей России, поэтому оказывает, огромное влияние на розницу и, естественно, может быстро организовать канал доставки не только между городами, но и, собственно, между целыми регионами. И, по словам Дмитрия Алексеева, скажем так, главы всего DNS, после ухода некоторых брендов было принято решение о замене той или иной продукции. Цены, естественно, будут стараться удержать на приемлемом для потребителей уровне, хотя, что есть приемлемо сейчас, это вообще большой вопрос, учитывая, что было и до всех этих вакханалий. Поставки вроде как продолжатся, но с одной ремарочкой. Это будет преимущественно китайские компании. И вполне возможно, что контракты уже подписаны, поскольку глава DNS заявляет, что потребители не останутся без того же холодильника, стиральной машины и любых других бытовых электронных товаров. Так что вполне вероятно, что скоро малоизвестные бренды из Поднебесной будут заполнять рынок Российской Федерации. Вопрос только в пропорции, какие будут цена и качество. Тем временем, утром 10 марта представители корпорации Google заявили, что теперь скачать из магазина приложений Google Play можно будет только бесплатные программы. Ну, смотрите, такое решение в компании связано с невозможностью наладить нормальное взаимодействие между пользователями из России и мировыми платежными системами. Так что в ближайшее время оплатить подписку или купить приложение или вообще любой монетизирующий цифровой контент, даже в самой игре, допустим, на платформе Google Play будет невозможно. Но при этом поддержка ранее оплаченного софта в будущем, обновления не коснется. Никто не станет отключать действующие программы и игры, и речь идет обо всех новых цифровых покупках пользователей в рамках Play Store. То есть, грубо говоря, если вы что-то ранее уже купили, обновляли и так далее, оно и далее будет обновляться. Все здесь хорошо, просто новенькое вы ничего не сможете приобрести. Однако, кстати, в такой момент как раз таки выплывает интересный подводный камень. Разработчикам игр предлагают интересную стратегию. Ну, собственно, не только разработчикам игр, любому производителю софта. Сделать так, это в том случае, если они максимально долго хотят закрепиться с пользователями Российской Федерации. Им предлагают очень простую стратегию: увеличить длительность бесплатного пробного периода использования приложений. То есть, грубо говоря, когда вы можете скачать бесплатно программку, за которую не нужно платить. Ну или на какой-то период и вовсе отказаться от монетизации программных продуктов на непонятно на какой срок до нормализации ситуации, если, конечно, такова возможна. Дай боже, да, потому что все в мире не бесконечно и рано или поздно приходит в ту или иную понятие нормы. И на этом беда тоже не заканчивается. Я уже, в принципе, с утра сделал оповещение. Это тоже касается Гугла. Теперь реклама будет не показываться не только, как вот в моем случае я нахожусь, допустим, не в России, и я не получаю монетизацию больше с просмотров с людей, которые в России, а у меня это 70% аудитории. То есть у меня сейчас это заработок с монетизацией YouTube, это $2 в день в лучшем случае. Замечательно. Так вот, теперь ребята, которые находятся именно в России, они не будут получать монетку не только с просмотров, но и с подписок, с всяких там сервисов Гугла, YouTube и так далее. Поэтому там уже, скажем так, абсолютный крах с точки зрения заработка в YouTube. Ну и, как говорится, щепки летят, это задевает и остальных. Но давайте теперь немножко минутки юмора, если это так можно назвать. Я думаю, что вы уже в курсе, что даже Макдональдс ушел с территории России, а это примерно 850 торговых точек. Так вот, теперь на Авито, нами с вами известная и любимая вторичка, где ранее продавались видеокарты по беснословным ценам, а сейчас, наверное, еще хуже, можно найти лимитированный эксклюзивный товар из Макдональдса. Да, уже даже так. Самым частым товаром являются сейчас это бургеры, картошка, кола и наггетсы. И вот за стандартный ужин уже просят 40 000.
тысяч рублей. А за набор с Биг Маком, большой картошкой колы 50. Если хорошо поискать, можно найти еще и колу там 0,5 за 1500 рублей и стики сахаров за 1000. Вроде бы и смешно, а вроде бы и плакать хочется. Теперь, что касается игровых компаний, которые покинули рынок Российской Федерации. Смотрите, на сегодняшний день продажу своих игр приостановили такие компании, как Activision Blizzard, Electronic Arts, CD Projekt Red, Bloober Team, Take-Two Interactive и Ubisoft. Может быть, есть еще уже что-то на момент записи видео, но тем не менее. Также платформодержатели отличились в лице Epic Games. Там, по-моему, вы сейчас ничего не купите. И вот буквально вчера к санкциям присоединился Warner Media, в состав которой входят такие коллективы, как NetherRealm, Warner Bros. Games и ряд других. Так что тот, кто не является поклонником, скажем так, творчества Хаттаба, то те людям, конечно, скрипят зубами. Но есть интересный момент. У проекта Games Industry вышла забавная статья, очень информативная, с циферками, где черным по белому указано, сколько компаний теряет в деньгах из-за ухода с рынка РФ. В итоге, за прошедший 2021 год, пока ситуация была еще более-менее стабильная, рынок видеоигр в России оценивался в 3,4 миллиарда долларов, причем при этом демонстрируя постоянный рост. При этом большую часть выручки генерировали мобильные игры. Я так понимаю, это скорее всего какие-то донатные помойки, они сейчас набирают везде тренд, но тем не менее, это 1,4 миллиарда. На втором месте это обычно игры для ПК, как и AAA проекты, так и остальные, это 1,2 миллиарда. Ну и на третьем месте это игры для консоли, 864 миллиона долларов. Но это что касается России. И, как я уже сказал, когда рубишь дерево, щепки летят, поэтому некоторые представители индустрии решили отказаться и от белорусского игрового рынка, который оценивается в 101 миллион долларов. Да, на фоне кажется не таким много, но это тоже деньги. В итоге, по статистике, на Россию приходится 6% всего европейского рынка видеоигр. При этом на долю России приходится 12% всей европейской выручки с ПК-игр. Ну а сама же Россия является 6-й по объему рынком игр в Европе и 15-й по всему миру. То есть лично меня это наталкивает на ту мысль, что если вот такие ценники, такие проценты, такое соотношение между друг другом, то, скорее всего, в ближайшее время даже, может быть, русская локализация с тех или иных проектов может пропасть. Ну, если они ее планировали. Насколько знаю, такое уже ждет в игре New World. Ну, то есть локализацию на русский язык они приостановили. В итоге же сами аналитики Games Industry связались с игровыми издательствами и попросили их прокомментировать вообще, что происходит, какая у них доля на рынке России. Ну, да, большинство ожидаемо они отказались, но сам открытой при этом оказалась CD Projekt Red, которую в последнее время в Steam просто парафинит комментариями. Она сказала прямо, что на Россию приходилось уже 5,4% всей ее выручки, то есть из 100%. Такие дела. Ну и крайняя новость на сегодня, немножко о TSMC, о СМИК, Тайване и Штатах. То есть, грубо говоря, таких два конгломерата между друг другом. Смотрите, первый о разрыве контрактов и блокировке поставок полупроводниковой продукции в РФ заявила компания TSMC. Ну, все с ней знакомы, да, полупроводники и так далее. Потом, думаю, тоже ни для кого не секрет, что TSMC это по факту контора США. Ну, я очень упрощенно говорю. Также мы знаем, что корабли китайцев лавируют, ну или лавировали на территориальных водах Тайваня. Ну и логично, что Штатам это все не нравится. Конечно, каких-то действий со стороны что Поднебесной, что США нету, во всяком случае сейчас, но вот сама вот такая напряженка существует. Хотя, нет, наверное, я вам совру, на словах все-таки есть такая натянутость. Вот смотрите, буквально на днях Джина Раймондо, которая является министром торговли Соединенных Штатов, откровенно угрожала Китаю, которая предупреждала в его последствиях, если те продолжат сотрудничать с Россией в полупроводниковой сфере. Да, там прежде всего угрозы, конечно, направлены в сторону Huawei, который в последнее время, как-то позволялось ему закупать некоторые виды высокопроизводительных чипов, но это уже начало. И более того, даже на этом не все. Джина утверждает, что может, извините меня на громкословие, уничтожить Semiconductor Manufacturing International Corporation, то есть СМИК, о котором мы говорим, если это потребуется. Она полагает, что китайская компания намерена помочь России с выпуском процессоров, тех же Эльбрусов и Байкал. Поэтому очень настоятельно предупреждает СМИК и советует отказаться от подобных контрактов и, собственно, замыслов. Но, что здесь интересно, китайцы могут как проигнорировать это предупреждение, так и последовать ему. Любое решение ставит СМИК, как ни крути, в неловкое положение. Но при этом есть и интересные данные, которые позволяют судить о решимости руководства Китая. Вот смотрите, чтобы вы понимали, на днях состоялся брифинг, в рамках которого высокопоставленные чиновники из Китая заявили, там, по-моему, был он один, который об этом говорил, что они будут реагировать на попытки
попытки западных политиков ограничивать те или иные китайские компании. То есть любые неблагоприятные действия в отношении Китая будут жестко пресекаться, а особенно те, которые наносят вред экономическим интересам самой страны. Ну, друзья, такие пироги. На этом у меня для вас все. Спасибо, что остаетесь на связи, не пропадайте, продолжайте дальше смотреть ролики, сейчас это очень важно. Ну а с вами, как всегда, был Human, и как всегда, если есть возможность, кайфовой вам игры.